Бывает такое, что мы ждем идеального момента, идеальных возможностей и условий, чтобы жить свою жизнь так, как нам хочется. Однажды мы со Стасом решили прекратить ждать и дать шанс друг другу делать то, что мы оба искренне любим. Этот выпуск будет необычным, непривычным. Такое мы вам еще не показывали. Хотим показать, как одно смелое решение дать себе шанс изменило нашу жизнь к лучшему. В этом выпуске будет много природы, будет много творчества и вдохновения, и, конечно, свободы. Много свободы. Мы решили рассказать вам, кто мы и что двигает нас каждый день. Возможно, после этого фильма кто-то из вас найдет себя или хотя бы начнет искать. Этот фильм про смысл, про саму жизнь и про свободу выбирать. В этом выпуске будет много про то, что на самом деле нет ничего невозможного, и про то, что каждый путь стоит того, чтобы его начинать. Первую неделю нашего творческого отпуска мы решили провести в Альпах. Мол, там лето будет, красота, погода хорошая. И первая точка, где мы можем найти нашу любимую дикую природу. Да, мы поехали туда именно за ней. Так мы оказались здесь, в снегу, накануне лета, на летней резине. Наша цель была увидеть самую красивую высокогорную дорогу Австрии, ее главный пик Гроссглокнер. Потому что именно здесь на высоте живут особые виды, которые практически исчезли. Как-то давно в своих соцсетях рассказывала, что мой муж женился на мне из-за моей веры в чудеса. Мы много раз за 10 лет с ним спорили, существуют ли эльфы или нет, есть ли что-то больше за пределами мира материального, или реально только то, что можно потрогать руками. На третий день мы проснулись и увидели, что снег растаял. И дверь на главную вершину Австрии для нас оказалась открытой. Сейчас вы видите эти кадры как живое доказательство того, что чудеса все-таки есть. Наверное, не всегда нужно знать законы физики или иметь доказательства чудес, чтобы находить их всюду. Ведь чудеса и способность видеть их – это нечто сверхфизическое, но такое настоящее, такое естественное, что есть у каждого из нас. Итак, знакомьтесь, это альпийские сурки. Мы пытались найти к ним подход, общаться, говорить «нет» и просто объясняться, когда они напали на наши рюкзаки и отбирали у нас все яблоки и морковки, и дрессировали нас со Стасом по полной программе. Смотри, ничего не... Нет, нельзя. Нельзя. Стас дрессирует сурков альпийских, ребята. Римляне называли их альпийскими мышами или мармотами, потому что они похожи на мышей и живут как мышки вот в таких каменных домиках. Хотя они все-таки ближе к беличьим. Альпийские сурки – это самые тяжелые представители семейства белочьих. Весят они до 9 килограмм, и они сейчас в статусе охраняемых животных. Этот вид застал даже мамонтов, представляете? Возможно, потому что они так долго пребывают в спячке, от 7 до 9 месяцев в году. Ого! Но нам повезло, и мы застали тот период, когда они от этой самой спячки проснулись. Эти красавцы живут на высоких снежных вершинах, и им тут, судя по всему, очень нравится. Просто посмотрите на них. Есть в Альпах существа еще более редкие и величественные, чем наши теперь общелюбимые мармонты. Мы приехали сюда, чтобы увидеть вживую самых удивительных, феноменальнейших скалолазов в мире. Имя им ибиксы, козероги или горные козлы.
Ибиксы ассоциируются с мудростью, а еще они самые настоящие возможники, существа, которые естественным образом раздвигают все мыслимые и немыслимые границы. И какое же чудо, что случилась эта встреча с ними здесь, на Гросглокнере. Нашей основной целью была Швеция. Скандинавские красоты, великолепные пейзажи и уникальная природа. Мы хотели объездить большую ее часть на машине, поэтому проехали всю Германию с юга на север и из Гамбурга, северной столицы, отправились изучать то, что никогда еще раньше мы не видели. Ехали мы с небольшими остановками по 3 или даже 5 часов подряд, так что машина превратилась в наш дом на колесах. И первой нашей остановкой стало вот это место. Это граница между Данией и Германией, Мекленбург, куда из года в год приезжают более 7 миллионов туристов, поймать попутный ветер под парусом, налюбоваться замками и понежиться рядом с морем. И вот тут интересность, потому что мы со Стасом, проехав через всю Германию, приехали сюда вообще не за этим. Если не море, то что тогда, спросите вы? Мы со Стасом были бы не мы, если бы не проехали пол Европы, чтобы посидеть вот так посредине болот. Да, ребятушки, болот. Куча комаров, вокруг ни души, и только мы со Стасом. Романтика, правда? Зачем мы приперлись в такую глухомань, спросите вы? Дело в том, что место это называют Амазонкой Севера, потому что из года в год, весной и осенью, здесь проходят миграционные пути тысячи видов животных и птиц со всей Европы, редчайших птиц. Все свое детство я зачитывала до дыр журнал «Юный натуралист». И в припрыжку бегала на уроки географии, биологии, с удовольствием смотрела всякие передачи от National Geographic. И знаете, в какой-то момент мы со Стасом оба поняли, что природа – это наше все, что мы хотим быть к ней ближе, хотим снимать про нее красоту и влюблять в нее целый мир. Никак иначе. Конечно, болото – место для этого не сильно подходящее, какая тут красота. Откуда тут все, что любят все нормальные люди, роскошь, звезды, богатство и люкс. Не поверите, но именно за звездами мы сюда и приехали. И, пожалуй, эти моменты были для нас обоих одними из самых ярких за всю нашу жизнь. После Гамбурга мы запаковали наш багажник по самые помидоры и двинули в сторону Дании. Дарина, расскажи свое мнение о минимализме. Я вообще считаю, что нам нужно нахрен все это выкинуть. Или как минимум распродать. Я вообще люблю минимализм. Я минималистка, честно. Господи, некуда яблоку упасть. Вот я говорю, как ты думаешь, у нас когда-нибудь этот срач в машине закончится вообще? Первая Скандинавия. Первый наш раз. Какой же он будет? Как вы думаете? Мы обчитали всевозможные умные и продвинутые литературы на эту тему и, пересекая границу Дании, решили ехать еще дальше на север за тюленями. Я сейчас не шучу. Буквально за тюленями. Случается здесь такое явление, которое называется морской отлив. И из этого открываются отмели, где тюлени греют свои бочки под долгим летним северным солнцем. Так вот, мы со Стасом оказались здесь. Теоретически и практически это дно моря. Выглядит оно шикарно, захватывающе, но не как море, а как скорее пустыня Сахара. Ребята со всей Дании приезжают сюда погонять под парусом вот так. Мы со Стасом решили, что раз пока парусом управлять мы не умеем, то покажем вам всю эту красоту, ловя ветер на машине. Дорога по Дании была одной из самых длинных и непростых для нас, поэтому
чтобы хоть как-то скрасить ее и давать себе передышки между 5-часовыми переездами, выпрямить спину и пройтись, мы решили остановиться вот в этом парке. Так с нами случилась первая Скандинавия и ее первая дикая природа. Оказывается, скандинавские страны были первыми в мире, кто придумал и учредил статус природоохранных территорий или по-другому национальный парк. Этот национальный парк по-скандинавски простой, но громадный. И прелесть его в том, что здесь на расстоянии вытянутой руки с уважением, но вживую можно понаблюдать, как живет народ оленей в дикой природе. И знаете, когда я снимала эти кадры, я думаю, внутри меня повышался дофамин, такое состояние радости. Я смотрела на них, потеряв счет времени. Как говорят умные люди, отлетела в поток. И вы не поверите, но это чудо, что вы тоже смотрите на них сейчас. Мы со Стасом снимали на 2 камеры. И материал с камеры Стаса не без приключений удалился. Поэтому мы показываем вам только мои кадры, которые все-таки уцелели. Знаете, есть такое ощущение, что перед тобой оживает Бэмби и его семья, которая приглашает тебя к себе в гости, показать совсем другой мир, о котором ты почти ничего не знаешь. В дикой природе ни один кадр не повторяется, потому что они не позируют и не понимают, что мы их вообще снимаем. И чувство благодарности переполняет меня каждый раз за то, что они позволяют нам это – побывать у них в гостях. Чтобы пересечь всю страну, посмотреть на оленей и увидеть столицу всех мореплавателей Копенгаген, и оказаться в Швеции наконец-то, нам предстояло проехать целых 2 моста-гиганта. Один из этих мостов, кстати, самый длинный мост в Европе. Стоит он прямо посреди моря. Да, Ирисунский мост – это тоннель через пролив Ирисун и шведский город Мальме. В этой конструкции автомобильные и железные дороги объединены в одну. Мост этот строили 4 года. Они построили целый искусственный остров для этой цели. Искусственный остров Пиберхольм защищен всеми видами законов. Этот искусственный остров – это биологический эксперимент ученых, которые выдвинули теорию, что природа сама может его освоить и заселить. И оказались правы, потому что в 2010 году на этом острове насчитали 500 видов растений, 12 зайцев, перешедших по льду с соседнего острова, мышей и более 25 видов птиц. Когда мы ехали по этому мосту, мы прямо прониклись этим чудом, шедевром, не иначе. После трипа по Ирисуну мы прошли таможенный контроль, рассказали о своих планах и впервые в жизни заехали на территорию Швеции. Наконец-то! Настоящая Скандинавия, о которой слагают легенды, страна викингов, Карлсона, Вольва и Аббы. Какая же она! Какая! Нам не терпелось поскорее с ней познакомиться поближе. Но дело в том, что в Швеции так не принято. Скандинавский характер чтит личные границы, держит дистанцию и не особо любит общаться с незнакомцами. Поэтому мы со Стасом исследовали все сами. Первой нашей остановкой стал национальный парк Садарасен. И приехали мы сюда, как понимаете, не за саунами и не за скандинавским шиком. Хотя кое-что все-таки про шик мы хотим вам показать. Мы не любим все эти рум-туры и просмотры домов, но то, что мы покажем вам сейчас, очень раскрывает личности этой страны, поэтому мы будем говорить об этом в этом выпуске. Шведы традиционно проводят очень много времени на природе, поэтому их жилье, местные домики, великолепно вписаны в нее. Они дополняют и местами даже украшают саму природу. Когда впервые попадаешь в такой дом, есть ощущение, что находишься внутри выставочного центра Икея. Мы проверили, здесь правда, честно, вся мебель, простыни, декор, подушки, люстры, все из Икеи. Шведы очень и очень много читают,
Поэтому весь домик здесь был завален классной, высококачественной литературой, которая опять же отражает их характер. Здесь есть книги про здесь и сейчас, про поток, про то, как говорить ребенку «нет» из любви и всякие масштабные цели и идеи. Вечером эти домики преображаются и загораются сотней теплых оранжевых огней. Свет здесь рассеянный, и световых точек не одна люстра, как у нас с вами принято, а много разных размеров. Но как же все-таки это красиво! Скандинавский шик – это простота и минимализм. Здесь нет золота или леопарда. Здесь все просто. Чем проще, тем лучше. Всюду сквозит их традиция про их священную фику или традицию пить кофе раз по 8 в день. Да, шведы пьют кофе 8 раз в день. А еще здесь считывается свечи, лагом и хюге. Это все правда здесь есть. Больше всего меня восхитила вот эта беседка. Ничего подобного я еще ни разу не видела. И вот это правда тот случай, когда все простое и, естественно, на самом деле гениальное. Скорее всего, вы скажете, а где Швеция? Где все ее красоты-то? И чтоб хоть что-то все-таки показать вам такого эдакого из красот скандинавских, мы со Стасом приехали в Кулаберг. Дождь в этот день выдался особенно резким и холодным, лил целый день, так что мы решили, что снимать будем даже в дождь. Получится хорошо, не получится еще лучше. Так вот, про Кулаберг. Помните этот мост грандиозный такой, рисунский? Он назван в честь того пролива, который находится здесь, в Кулаберге. Зачем мы сюда приехали? Затем, что виды здесь, виды особенные, космические. А еще именно здесь, прямо с берега, можно увидеть, как сливаются вместе два моря. Северное и Балтийское. Второе здесь, что можно посмотреть, это маяк. Вот этот. Он считается самым высоким и самым ярким в Скандинавии. Мы видели со Стасом много, кстати, маяков, и многие из них были выключены. В тот день, когда мы приехали сюда, маяк Кулин приветствовал нас тем самым своим знаменитым, самым ярким скандинавским светом. Мне лично в Кулаберге запомнилась вот эта рыбацкая деревушка. Для глаз фотографа это место по-настоящему уникальное. Я часа на 2 улетела с камерой в этих красотах, останавливалась за каждым углом. Почему? Просто посмотрите на это. Все эти игрушечные домики, пирсы, лодки. Все как будто кадры из старого, красивого кино. Место это, как мы поняли, волшебное, и чтобы мы в этом точно убедились, к нам в гости заглянул вот такой закат. На самом деле Швеция в первую очередь научила меня и Стаса видеть эту самую простоту и наслаждаться ей. Поэтому первые дни мы снимали все подряд без остановки, толком не спали и опять же уставали. Сильно, очень сильно уставали. И вот сейчас самое время рассказать вам про то главное, зачем мы сюда приехали, зачем мы проехали столько тысяч километров. Я уже говорила вам про биологию и мою любовь к ней. Так вот, Карл Линней, тот самый великий классификатор, ученый, он швед. Поэтому Швеция – это в первую очередь многообразие дикой природы, разной природы. У нас первый вайлдлайф. Стас засек белку.
Вы отсюда не видите, но она чешется. Надеюсь, что мы покажем вам эти кадры. Не знаю, как вы, но я еще ни разу в жизни никогда не видела лосей. Да, вы все правильно подумали, мы приехали в Садарасен именно за ними. Есть тут такое явление, как сафари. Да, такое сафари, которое бывает, оказывается, не только в Африке, но еще и в Европе. Это когда ты садишься в свою машину, из которой категорически нельзя высовывать свой нос, и едешь по дикому лесу, чтобы увидеть, как живет здесь местный народ. Лоси – народ необыкновенный, величественный и волшебный. Вообще, в большинстве культур лоси – это символ благополучия, изобилия и здоровья. Знаете, для меня благополучие – это сам факт, что я вообще их увидела. Лоси в своем росте достигают более 2,5 метров, весят более 600 килограмм, а рога у них могут достигать до 180 метров длиной. Это их как раз и зовут сахатами. Как в Гарри Поттере, помните, патронус у Гарри был сахатый. Так вот, сахатый – это лось. Наша сахатая нация может бегать до 60 км в час, а беременность может длиться у них до 250 дней. Ребята, мы тут узнали, что лоси могут нырять до 4 метров в глубину и оставаться под водой до 2-3 минут. Ребята, мы столько со Стасом пока еще не умеем, а мы тренируемся. А это лоси. Офигеть. Сначала мы их толком не могли найти. А я, естественно, загадала рассмотреть их поближе и, быть может, каким-то чудом к ним прикоснуться. Мы со Стасом сделали несколько кругов по нацпарку без результата, потому что лоси – это личности, которые никак не интересовались нами и жили припеваючи по своим делам лосинам. От усталости мы со Стасом припарковали машину прямо в парке и заснули отдохнуть. И не поверите, каким-то чудом с нами случилось вот это. Наверное, самым ярким и запоминающимся событием, которое случилось со мной и со Стасом в Швеции, стал один ничем не примечательный день. Во всяком случае, так все начиналось. Накопленная усталость давала о себе знать, и мы со Стасом начали все чаще и чаще сидеть дома, отказываясь садиться за руль и ехать исследовать дальше. В этот день вечером Стас уговорил меня выползти из дома в один местный лес, рядом с которым мы жили. Уже темнело, мне очень хотелось спать. Стас сказал оставить камеру дома, потому что они уж нам точно никак не пригодятся. Но я не послушалась и взяла нашу самую большую с объективом для самых редких сокровищ. Первые минуты я просто ехала вся недовольная, что опять сижу в машине и меня колбасит от всей этой езды и укачивает. Мы почти приехали на смотровую к ущелью, и сумерки закрывали собой весь лес. И вот тут началось. Сначала я услышала их, а потом увидела. Поэтому я зажала себе рукой рот, чтобы не завизжать. Меня буквально трясло, как от электричества. И поэтому я с трясущимися руками от накатывающего волнения судорожно искала камеру, пытаясь ухватиться хоть за что-то и хоть как-то ее включить. Мы гонялись за ними по всем странам и без результата. А тут такое чудо в обычный, ничем не примечательный день. И имя ему Совы. И я оставлю вас здесь окунуться в волшебство этого момента, потому что увидеть сову, да еще и не одну, а пару в дикой природе, это как получить благословение свыше. После всего увиденного мы со Стасом решили ехать вглубь страны. Планы у нас были грандиозные: доехать до Стокгольма и даже, возможно, лететь за северный полярный круг до Абиска. Поэтому мы сели такие серьезные в машину и поехали в сторону Гетеборга. Погода все портилась и портилась, усталость накапливалась и накапливалась. Часы, которые мы не досыпали, давали о себе знать.
Мы буквально себя замучили и все реже снимали. И вот тут я озвучила решение, которое ни один из нас не предусмотрел заранее, ни в каком из наших самых смелых планов. Я предложила Стасу развернуться назад. Да, вы не ослышались, назад. Сначала мы все это воспринимали, что мы проиграли. Страну толком не посмотрели, сами устали, как собаки, и фильм не сняли. Ну или не сняли так, как мы этого хотели. Но продолжать дальше не хотел из нас и не мог уже никто. Иногда в жизни случаются такие моменты, что все складывается не так, как мы планируем в своей голове, своим разумом. Когда все идет иначе, по-другому. И самое неприятное, что это по-другому разум воспринимает как неудачу, поражение. Но так ли это? В тот день из-за этого самого решения развернуться обратно, не ломиться в закрывающуюся дверь, я увидела новый путь. Нашла новые ответы, которые, возможно, я так долго искала. Иногда то, что разум воспринимает как поражение, на самом деле оборачивается самой настоящей удачей. Той самой, от которой потом светятся от счастья глаза. Это история про то, когда ты делаешь 10 шагов назад, чтобы дать себе передышку, дать себе подумать, вернуться в себя. Дать себе сделать эти 10 шагов назад, чтобы вслед за ними совершить 100 новых шагов вперед. И тогда, возможно, именно это и станет той самой новой, открывающейся заветной дверью. И мы решили дать этому шанс.